Привет, друзья! Сегодня хочу показать вам одну технику, которая может пригодиться в создании креативного интерьера. Очень часто я сталкиваюсь с интересными решениями в плане декорирования. Вот, например, пару вариантов такого исполнения. Отталкиваясь от поставленных задач, я подобрал наиболее простую технику для реализации такого декора. Это достаточно универсальная техника, при помощи которой можно создавать различные эффекты поверхности камня или текстуры скалы. Способов изготовления такого декора много, но сегодня я хочу показать вам один из самых простых, на мой взгляд. Из обычных строительных материалов мы будем делать декоративное панно. Давайте я начну, а в процессе расскажу все тонкости. Мне нужно получить большой объем. Для того, чтобы не утяжелять конструкцию, я буду использовать пенополистирол и пену. На мой взгляд, это очень удобный и достаточно прочный материал для набора общей массы. Я буду импровизировать и создавать текстуру камня на свой вкус. Но если вооружиться эскизом, то можно собрать практически любую форму, создать объем, задать траекторию и направление. После высыхания можно подрезать канцелярским ножом лишние детали, так как материал легко поддается резке. Материал хорошо держит форму и быстро высыхает, так что этот этап не займет у нас много времени. Еще два плюса этого материала. Его можно использовать как тепло- и шумоизоляцию. Так что, используя этот способ, можно частично утеплить и шумоизолировать помещение. Для чего вообще нужен этот этап? Ведь камень можно вылепить сразу из штукатурки, но в таком случае он будет очень много весить, соответственно уйдет много материала и будет затрачено очень много времени. А на финальный результат это особо никак не повлияет. На мой взгляд, все гениальное должно быть просто. В общем, наносим объем, сформировали форму, приступим к следующему этапу. В качестве основного материала я буду использовать обычную гипсовую штукатурку. Бренд значения не имеет. Необходимые характеристики указаны на упаковке, такие как толщина слоя и расход. Инструкция по применению тоже есть на упаковке. Заводим состав до нужной консистенции. Для того, чтобы увеличить прочность и у нас в будущем не образовались микротрещины, в состав для упрочнения мы добавим микрофибру. Продается в строительных магазинах. С этой штукой все будет держаться очень крепко, и мы получим прочную крепкую корочку. Тщательно все перемешиваем до однородной массы. Консистенцию состава подбирайте такую, в которой будет удобно работать вам, в зависимости от того, каким способом наносить. Следующий этап. Наносим наш состав, запечатывая дырочки, ямочки и набирая общую форму. Я импровизирую, поэтому буду делать какие-то детали на свой вкус, но если набрать более точную форму из пенопласта или полистирола, то будет меньше и расход, и время нанесения. В целом, передо мной стоит задача запечатать весь пенополистирол и пену, покрыть плотной толстой корочкой из штукатурки. Это придаст нам форму, и мы получим неплохую заготовку. Еще чуть не забыл, одна очень важная деталь. Любая текстура нуждается в грамотной подсветке, потому что основной эффект дает именно свет и тень, которые образуются на любой выпуклой поверхности, подчеркивает и выделяет объем. По сути, это и создает вау-эффект, но чтобы тени легли красиво, нужно задать форму, которая даст эти самые тени. По сути, можно просто нанести красивую текстуру, дайте ей грамотную подсветку, и это будет смотреться здорово. Ну а сегодня мы будем экспериментировать с текстурой камня. В качестве инструмента использовать можно что угодно. Все зависит от того, какой эффект вы хотите получить и каким инструментом вам будет удобнее наносить материал. Думаю, что тут можно поимпровизировать.
Думаю, по этому этапу все понятно. Наносим, формируем рисунок, запечатываем все плотной корочкой от 5 мм до 1 см. Оставляем все это дело на сутки. Материал должен набраться прочности и высохнуть. После полного высыхания приступим к следующему этапу. Нам понадобится та же самая гипсовая штукатурка, хотя на финишный слой можно использовать различные декоративные штукатурки, шпаклевки и материалы, которые дадут нам нужный эффект. Но мы сделаем все по-простому, дабы не удорожать изделие и получить тоже неплохой результат. Я развел штукатурку, но сделал ее более жидкой. Такая штукатурка лучше подойдет для нанесения кистью или нанесения валиком, что я и сделаю. Наношу материал кистью, заполняя все дырочки и неровности, и прокатываю валиком для создания текстуры. Обычный валик с высоким ворсом при прокатывании дает очень неплохой эффект каменной поверхности. Думаю, такой эффект нам вполне подойдет. Слои тонкие, высыхать будут быстро. Пару часов после нанесения и все просохнет. Очень важно работать при включенном свете, это позволяет нам увидеть финишный результат. Если работать без света, сначала вылепить, а потом установить подсветку, можно получить неожиданную картинку. Поэтому желательно, чтобы источник света был установлен сразу. После высыхания пройдусь наждачной бумагой, или сеткой, кому как удобно. Этот этап нам необходим, чтобы убрать все излишки, сделать поверхность более приятную тактильно. Заодно сгладит углы и придаст камню немного мягкости. Следующим этапом тщательно загрунтуем и оставим просохнуть. Теперь приготовим новый состав, которым мы будем окрашивать нашу поверхность. Я решил выбрать графитовый цвет. Хочется поработать с эффектом металлик. Для этого приготовим состав. Немного грунтовки, заколирую черным и добавлю немного умбры. Умбра придаст немного теплоты в цвет. Затем в строительном магазине я купил серебрянку. Мало кто знает, что на базе серебрянки можно изготавливать различные красители с перламутровыми или металлическими оттенками. Впрочем, я покажу. Берем серебрянку и добавляем в наш состав. Тщательно перемешиваем. Добавление серебрянки даст краске легкий металлический отблеск, но если добавить больше серебрянки, можно получить различные оттенки металла. Теперь нам необходимо плотно прокрасить нашу поверхность. Красить я буду в 2 слоя с краскопульта, но можно использовать и валик с высоким ворсом, кому как удобнее. Наносим 2 слоя, даем высохнуть. Затем в тот же самый состав добавим еще немного серебрянки раза в 2. Это позволит подчеркнуть текстуру и добавить на объеме металлического эффекта. После чего просто тонированным лаком я добавил в него немного черного колера, покрыл поверхность и пока лак свежий, влажной тряпочкой удаляю все излишки. Местами затемнил и подчеркнул объем, немного подогнав общий цвет по тону. Пожалуй, на этом остановимся. В этом деле главное не переборщить. Дадим всем материалам просохнуть и, пожалуй, готово.
На базе этой техники, как я уже говорил ранее, можно создавать любую форму, создавать как декоративный, так и более художественный барельеф. При этом конструкция получается легкая, прочная и, что самое главное, недорогая по себестоимости. Берите на вооружение и творите, создавайте. Думаю, эта информация будет полезна и кому-то обязательно пригодится. Это еще далеко не полностью законченная композиция, это всего лишь основной акцент. Законченный результат я опубликую у себя в Instagram по завершению проекта. Кому будет интересно, ссылочка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А на этом у меня все. Увидимся. Пока-пока.